Смотрите, это главное здание. Озеро. Монтрё. Это, в принципе, все Монтрё. Мы заканчиваем 3 года обучения, и мы уже получаем двойной диплом. У нас получается швейцарский и американский. У нас была экскурсия туда, в школу. И как круто? Ой, очень круто, да. Где фотки есть? Конечно. И еще, естественно, это PlayStation. Ну как без PlayStation? Мне очень понравилось, что ты тут не учишься там 5-6 лет, чисто сухой практики, 9 месяцев, а тут мы 6 месяцев учимся, потом у тебя как раз-таки будет такая, как практика. Вы выходите из здания, и вы сразу же на вокзале. И отсюда вы можете уехать куда угодно. Висят все ребята, ну видите, кто, откуда приехал. Вот не какой-то музей, а это следующее, второе здание. Встречаем. Мне здесь уже привычно, я понимаю, что мне нужен интернациональный опыт, где просто все такая размеренная, спокойная жизнь. Вот это прямо для меня. И парень любуется красотой, но я бы тоже любовался. Монтрё. Расположен на берегу Женевского озера. Популярное туристическое направление, что способствует развитию гостиничного бизнеса, ресторанов, розничной торговли и услуг для туристов. Монтрё регулярно проводит международные конференции, встречи и фестивали, которые привлекают участников со всего мира. Благодаря знаменитому джазовому фестивалю город занимает значимое место на музыкальной карте мира. Это привлекает музыкантов, продюсеров и других профессионалов индустрии, а также способствует развитию связанных с музыкой бизнесов, включая аудиозапись и продажу музыкальных инструментов. Все это создает спрос на услуги в области организации мероприятий, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. Поддерживается высокий спрос на жилье и коммерческую недвижимость. Это поддерживает рынок недвижимости в Монтрё, делая его привлекательным для инвесторов и девелоперов. Монтрё отлично расположен недалеко от Женевы и ее международного аэропорта. Это еще один плюс для проведения международных бизнес-встреч и корпоративных событий. Такая вот красота. Смотрите, это главное здание. Озеро. Монтрё. Это, в принципе, все Монтрё. Здесь несколько уровней, это все террасы. Здесь вот одна терраса мы стоим. Вот это что-то здесь это проживание студентов, что-то это классы. Дальше, видите, еще можно выйти, столики и дома. Посмотрите, крыши у нас виднеется. До озера плюс-минус 5 минут. А Фредди Меркьюри у нас... Наверху. Памятник. Памятник, он в той стороне получается. Ага, памятник Фредди Меркьюри туда. У меня 1 год обучения, я на 2-м нахожусь в семестре. У меня получается направление Business Administration Hospitality, больше углубленное в гостинично-ресторанное дело, но мы также проходим бизнес. Я пришла сюда, мы сразу начали с предметов 2-го терма, где более, так сказать, сложнее они, без всяких основ. Там мы изучали, как food and beverage, это еда и напитки, как вести ресторанное дело. Также мы изучали микроэкономику, языки, понятное дело, у нас 1-й год это обязательно языки изучать. Потом мы изучали HR и фронт-офис, это как работать с оперой для рецепшениста. На 1-м сейчас терме я нахожусь, изучаю предмет 1-го терма. Здесь у нас получается World Culture, это мы изучаем по всему миру, как с разными религиями себя вести, с разными людьми, как к ним найти подход свой, потому что все равно мы все разные. Также мы изучаем Customer Experience, это как угождать гостям, то есть смотреть, например, на их внешность и сразу оценивать, что они хотят, помогать им с выбором, например, если у них какие-то проблемы. А ты говоришь, языки учила. Что учила? Какие языки? 20 языков, 30 языков учила? Или какой-то один язык учила? Во-первых, это английский 100%, потому что мне надо было IELTS сдавать. И еще я готовилась к тому, что здесь французскоговорящая часть. Я французский до этого учила, поэтому я его просто так повышала. Какой вообще IELTS нужен для того, чтобы учиться начать? Нужен 5,5 по каждому критерию, то есть listening, reading, writing и speaking 5,5 по каждому.
А общий? 5,5, 6,0. Ребят, мы сейчас с Юлей делаем интервью. Интервью проходит вот в таком, это ланч-зона, да? Лаунж, да. Да, поэтому если вы слышите теннис, пинг-понг, то вот, собственно говоря, вот это поэтому. И еще, естественно, это PlayStation. Ну как без PlayStation? Какой лаунж-зон без PlayStation? Очень прикольно, что со всех сторон, вы видите, мы открыли окна, открыли шторы. Здесь видно улицы Монтрё. Мы на самом деле с подружками очень любим ездить в соседние города. Тут где-то 20 минут максимально вот до Лозанны и до Виве. И там что городок побольше, там есть больше кафе, которые, к примеру, по выходным не закрываются. Вот. И тоже там можно посидеть, иногда поучиться. Ну, мы все ходим в зал. У нас как бы такая партнершип у школы вместе с залом, поэтому нам туда можно бесплатно ходить. А здесь какие-то определенные Я стиль? могу показать. Да, нам вообще самое главное для нас это, что мы носим пиджак и бейджик свой. Это от школы с нашим именем. Если кто-то занимается еще чем-то в школе, к примеру, ты там амбассадор спорта или каких-то активностей, то у тебя это будет еще внизу написано. К тебе приезжали кто-то из твоих там подруг сюда? Нет, еще никто не приезжал. Если приедут, куда поедете? Скорее всего, наверное, в Женеву было бы неплохо. Либо можно съездить на Матахорн гору, посмотреть. А ты была там? Да. У нас была экскурсия туда от школы. Каждый терм, то есть 3 месяца, у тебя одна бесплатная и одна платная экскурсия. Из таких моих любимых предметов мне нравится микроэкономика и аккаунтинг. У нас есть довольно интересный предмет Data-Driven Decision Making. То есть мы анализируем данные, потом данные, а потом как бы делаем какой-то вывод из них. Предыдущий год у нас школа была больше ориентирована на hospitality, а в этом году мы уже больше, так сказать, в бизнес уходим, чтобы не только отели. Здесь в кафе в этом году самое дальнее, откуда приехал студент. И смотрите, здесь вот есть парень, World Ready Record, короче, рекордсмен, у него 18 688 километров. Парень приехал из Новой Зеландии. Висят все ребята, ну видите, кто, откуда приехал. Вот здесь по списку 13 тысяч, 14 тысяч, 15 тысяч, 17 и вот у него 18 тысяч. Согласно QS Ranking, HIM входит в топ-7 лучших школ в сфере бизнеса и гостеприимства. I'm head of innovation for HIM Business School, and I'm a lecturer as well for innovation with AI, and I also teach digital marketing and data-driven decision making. So what we teach here is how to use different technology and sometimes not technological as well, innovation, and how to combine them to, well, improve the business outcome. Actually, we bring speakers, so I like to always say that we have 3 ways to be world ready and immerse the students with the real world, with business. So one is we bring guest speakers inside the classroom, so it's the real business coming to the classroom. And the second one is the classroom going to the business. And the last one, student project. Some business ask us, and the students especially, to run project for them. For example, I can't say who, but a brand, headset brand, ask the students how to attract a new customer base, more younger and more female. And so the students had to come up with marketing campaigns, suggestions for the business. Every term, the students receive 1 million francs virtual, and they have to run the portfolio with the software of the investment bank. And every week there is rankings, and at the end of the competition, the bank reward the students who won with a special, sometimes gift or invitation for internship in their directly in their offices. Мы заканчиваем 3 года обучения, и мы уже получаем двойной диплом. У нас получается швейцарский и американский. Тебе еще, получается, сколько учиться? 2 года. 2 года. И стажировки еще будут? Да, еще 2 стажировки. А, кстати, будет, я слышал, карьер, что-то там мероприятие. Development. ARF. ARF у нас было в первом терме, мы туда ездили. Туда приезжают разные компании. Если не ошибаюсь, HR, либо
либо представители компаний. Мы печатаем свои CV, резюме, подходим, разговариваем, если что, отдаем. И у некоторых было там интервью, и некоторых уже приняли с контрактами. Ты живешь вот здесь на кампусе или сама где-то снимаешь, или как у тебя вообще? Вообще, нам обязательно жить на кампусе. Первый год это 100%, но вот второй год, если вы хотите, то вы можете сами отдельно снимать, но легче жить на кампусе. Я только что был внизу, говорил вам о комнатах. Давайте посмотрим, как эти комнаты выглядят. Вот такой коридор. И вот, пожалуйста, в этом же здании комната. Вот, чтобы вы поверили мне, что я вас не обманываю. Выходим на балкончик. И что мы видим? И парень любуется красотой. Но я бы тоже любовался. Вообще просто вышел, да? Вот так к себе на балкон. Класс. И вот так выглядят комнаты на одного человека. Кровать односпальная, место чуть побольше, не сильно больше, но чуть побольше. И также та же история с балконом. Ну, самое главное, первую минуту, что хочу сказать, все обучение – это, наверное, 70% практические какие-то занятия и практика в том числе, вот internship, ну и 30% это теория, что говорит о том, что это очень эффективно. Ты гораздо лучше учишься, когда ты применяешь знания свои, а не просто слушаешь лекции. Все начиналось с того, что нас погружали вообще в сферу hospitality, нам рассказывали про что это, нам рассказывали суть. Все было достаточно просто, потому что это была прям самая база. Мы делали сервис, то есть мы прям сервировали в нашем учебном ресторане, мы все проходили про F&B, про отели, про ресепшн, то есть была такая база. Моя практика была на ресепшене. Через эту практику я работала 7 месяцев. Через эту практику я поняла, что я хочу знать финансы. Мне просто было интересно. Я поняла, что я себя в этом чувствую комфортно. И, конечно же, мне не хватало очень большого бэкграунда. Я взяла здесь специализацию. Есть 3 специализации у нас в университете. Это финансовая специализация, лакшери, но это больше про продажи и маркетинг, и франшиза. Я, соответственно, пришла на финансы, конечно, и 6 предметов, 5 из которых это полностью финансовые предметы. А кто преподает? Преподают ли... Ой, отдельная история. Так. Классные преподаватели, которые мне дали поверить в то, что я могу понимать финансы и что мне может быть в них интересно, чего я никогда бы, наверное, не могла до этого представить. The faculty members are coming from all over the world. We have teachers and lecturers from Switzerland, from France, from Europe in general, from all over the world, Asia, America, Africa. So really, the diversity of the faculty members is almost as diverse as the student base of SCG in general. And the beauty is that we have a strong teamwork and collaboration. So we build our curriculum together. So we know what we teach and what each other teach as well. So we can link some of the modules. We are very business oriented and critical thinking about the business outcome, meaning that we understand the mechanisms that, and we train the students on that. My biggest advice to them would be to be interested and to keep being curious. For us, this is what matters the most. У нас есть с прошлого терма до зимы, до зимних каникул, когда у нас были, у меня был учитель мистер Флоренс Сабатини и мистер Бен Смит. Бен Смит у нас сейчас тоже преподает в этом терме, но они просто из-за того, что они чуток помоложе, и, возможно, у них какие-то, так сказать, инноваторские подходы, все время ставят какую-то музыку. А ты, когда сидишь у них на уроках, прямо чувствуешь, что им нравится преподавать этот предмет, что они точно его знают хорошо. Второе здание более такое современное, стильное, посмотрите. Идти буквально 2 минуты. Называется Freddie Mercury Hotel.
Здесь тоже есть классы. Я нахожусь на основной программе. Это программа HM Northwood. Первые 5 термов это HM, и вот сейчас 2 терма я на последнем терме. Я выпускаюсь через 3 недели. Конечно, хочу остаться в Европе. Ну, то есть, мне здесь уже привычно. Я понимаю, что мне нужен интернациональный опыт. Первая практика у меня была в России. Но хотелось бы, конечно, не зря же я уехала учиться в иностранный университет. Сюда я попала вообще, про университет узнала через летний лагерь. Они предлагают программы в качестве летнего лагеря на 2-3 недели. Ознакомительные программы в целом, вот как Open Days, которые проводятся у нас регулярно. Также я попала на этот летний лагерь и поняла, что хочу поступить. Мы знакомились со Швейцарией, с местностями, с окрестностями, что здесь есть, чего здесь нет. Просто вот узнать, как оно. И судя по тому, что ты сейчас здесь, тебе понравилось? Да. Люди здесь классные. Вот, наверное, людей вот я отмечу отдельно, потому что как-то здесь не чувствуется какой-то классовой разницы. Просто как, все едино. Здесь просто настолько спокойные люди, что ты чувствуешь себя абсолютно в безопасности. Мне это в целом мой стиль. То есть мне нравятся такие маленькие, спокойные городки, где просто все такая размеренная, спокойная жизнь. Вот это прямо для меня. Но, конечно, чтобы поездить по Швейцарии, поузнавать какие-то разные города постоянно. Сейчас особенно часто езжу в Италию. Отсюда легко доехать до Милана? 3 часа. Прямой поезд. Да? Да. Очень просто. Ты сказала про career development. Что за career development такое? Это наш предмет, и, в принципе, это человек, который помогает нам со стажировками. Он у нас обязательный был первый терм. Ну, в принципе, он обязательно на всех термах, но это не прям предмет, то есть каждую неделю, нет, она просто рассказывает, какие стажировки есть, помогает со стажировками, с визой, в общем, вот это. Ты здесь сделала интерншип уже или нет? Нет, еще не делала, сейчас поеду. Поедешь, да? Да. Уже знаешь куда? Да. Я поеду в Дубай и в Ритц-Карлтон Марриотт. Да, у меня фронт-офис позишн будет на 6 месяцев. 6 месяцев, Да. да? Когда? Я еду с 16 апреля по 30 сентября. Самый такой жаркий период, да? Да. Очень классный такой кабинет. Смотрите, здесь можно проводить небольшие тейбл-митинги. Там у вас выход, получается. Вы выходите из здания, и вы сразу же на вокзале. И отсюда вы можете уехать куда угодно. Проводить какие-то совещания и смотреть, как проезжают поезда. Очень классно, очень прикольно. И еще одна прикольная комната с очень классным видом. Сюда тот же вокзал, и здесь можно в свободное время поиграть на инструментах. И здесь же играет группа HM. До HM ты планировала сюда сразу? Или ты делала какие-то там профориентационные курсы? Или тебе мама сказала, что ты сюда? Вот почему выбор пал на вот это заведение и здесь? Это на самом деле было очень интересно, потому что я в школе делала профильную физику и математику, поэтому я как-то думала, что я больше пойду в такое научное направление. Но я так как занималась английским в Melbury Club, у нас Ирина Владимировна, она владелица Melbury Club, и когда она мне начала рассказывать просто про Швейцарию, понятно, что я знала про Швейцарию, что тут очень хороший уровень образования, и она мне начала рассказывать про этот университет, вообще про SAG Group, и мне очень понравилось, что ты тут не учишься там 5-6 лет, чисто сухой практики, 9 месяцев, а тут мы 6 месяцев учимся, потом у тебя как раз-таки будет такая, как практика. И вот это, да, тебя привлекло, то, что да. с работой связано, да? Да.